Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить заварные пирожные шу с кремом шантильи. Предложу два варианта: классические пирожные шу и детские в виде мишек мимимишек. Рецепт предполагает один из вариантов. Если хотите и тот, и другой, увеличьте количество продуктов вдвое. Начнем с приготовления верхнего слоя кракелина. Нам понадобится 50 граммов мягкого сливочного масла, 45 грамм пшеничной муки, 5 грамм темного какао и 50 грамм сахара. Смешиваем мягкое сливочное масло и сахар, перетираем до однородности. Добавляем муку и какао, перемешиваем. Собственно говоря, мы с вами сейчас готовим почти песочное тесто. Эта красивая хрустящая корочка на пирожных кракелин является его разновидностью. Хорошо вымешанное тесто перекладываем на пергамент и немного разравниваем. Чтобы слой кракелина был одинаковым и достаточно выпуклым, я раскатываю тесто одинаковой толщины 3,5 мм при помощи направляющих. В качестве направляющих я использую обычные школьные деревянные линейки, очень удобно. Раскатанное до нужной толщины тесто мы отправляем в морозилку минимум на 20 минут и дольше. Оно должно хорошо замерзнуть, а мы тем временем приготовим основное заварное тесто. Это один из моих базовых рецептов, и для него нам понадобится 35 граммов воды, 35 граммов молока, 60 граммов сильной муки, 50 грамм сливочного масла, 115 грамм яиц вместе желток и белок и 3 грамма соли. В сотейнике смешиваем молоко, воду, сливочное масло и соль. Для приготовления заварного теста посуду лучше выбирать без антипригарного покрытия. В дальнейшем вам легче будет определить степень готовности теста. Отправляем сотейник на средний огонь, помешиваем и доводим смесь до закипания. Снимаем с огня, всыпаем муку и хорошо размешиваем, чтобы в тесте не осталось комочков нерастворенной муки. Это можно сделать и не убирая сотейник с плиты, но мне так удобнее. Возвращаем сотейник на огонь и завариваем тесто приблизительно в течение 5 минут, выпаривая лишнюю жидкость. Когда это произойдет, на дне сотейника начнет образовываться мучной налет. По плотности мучного налета мы ориентируемся на степень готовности теста. Если ваша посуда имеет антипригарное покрытие, налета видно не будет, и вам придется ориентироваться на глаз. Снимаем тесто с огня и даем ему остыть в течение 5-7 минут, а чтобы оно скорее остывало, я размазываю его тонким слоем по стенкам чаши. В остывшее тесто добавляем яйца в несколько приемов. Тесто мы остужали для того, чтобы яйца не сварились. Я готовлю тесто вручную, так мне удобнее контролировать нужную консистенцию. А чтобы яйца быстрее соединялись с основой, я вмешиваю их рубящими движениями. Такая тактика вмешивания очень эффективна, проверена на личном опыте. Так как мы готовим пирожные дома, а не в производственных условиях, степень высушивания теста может каждый раз немного отличаться, поэтому и количество яиц тоже может варьироваться. В рецепте указано 115 грамм яиц, но может понадобиться и немного больше. Для ориентира это одно целое яйцо и второе не целиком, почти. В итоге у нас должно получиться гладкое, шелковистое, эластичное тесто. Оно лениво сползает с лопатки, а падая на кончике лопатки образует треугольный язычок. Для отсаживания пирожных я использую круглую насадку с диаметром выходного отверстия 1,2 см. Также мне понадобится одноразовый кондитерский мешок среднего размера.
Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой. Хорошо разминаем тесто в кондитерском мешке, чтобы выпустить пузырьки воздуха, иначе при отсадке в тесте могут появиться разрывы. Мы приготовили два вида теста и можем приступать к отсадке заготовок для пирожных. Начну с первого варианта – классические шу. Выпекать буду на тефлоновом коврике, а для того, чтобы все пирожные получились одинакового размера, предварительно сделаю разметку мукой круглой формы диаметром 5,5 см. При разметке учитываем, что пирожное будет увеличиваться в размере, поэтому расстояние между кругами оставляем не меньше 4-5 см. Тесто выдавливаем непрерывным потоком. В конце делаем запятую и смазываем кончик, чтобы он не торчал наверх. Перед отсадкой пирожных включаем разогреваться духовку. Достаем из морозилки тесто кракелин. Рекомендую дать ему адаптироваться несколько минут при комнатной температуре. Тесто станет не таким хрупким, и мы сможем вырезать кружки без трещин. Кружки я вырезаю такого же диаметра, как и сами заготовки, 5,5 см. Это не совсем стандартный размер, и пирожные получатся большие. Шапочки укладываем по центру, немного надавливая, чтобы они не сместились. Отправляем заготовки в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в режиме вверх-вниз в течение 20-25 минут. За это время пирожные хорошо поднимутся, и как только начнут зарумяниваться, понижаем температуру до 160 градусов и оставляем щель, чтобы мог свободно выходить пар. В таком режиме допекаем еще 15 минут и достаем. Итак, в первом варианте у нас получается 8 больших классических пирожен шу размером 7,5 на 7,5 см. Для второго варианта пирожных в виде мишек также делаем разметку, но диаметр кружков будет 5 см. Шапочки делаем диаметром 4 см. Выпекаем пирожные так же, как и предыдущие. Выпекаем 13 пирожных. Оставшееся тесто пойдет на ушки. Во втором варианте получается больше пирожных. Они среднего размера, но чуть больше стандартного. В готовом виде 6 на 6 см. Делаем ушки. Для разметки я использовала малую кондитерскую насадку диаметром 1,8 см. Отсаживаем капельки теста, и так как они маленькие, кончик будет торчать. Сглаживаем его пальцем, смоченным в воде. Для шапочек из кракелина подходит самая большая насадка плунжер из набора. Выпекаем при 180 градусах в режиме вверх-вниз в течение только 20 минут, без дальнейшего понижения температуры. Готовим крем шантильи. Нам понадобится 300 грамм сливок жирностью 33% и 30 грамм сахарной пудры. Взбиваем очень холодные сливки, постепенно увеличивая скорость. Когда на сливках начнет проявляться рельеф, в 2 приема добавляем сахарную пудру. Сливки взбиваем до плотных пиков и четкого рельефа. Крем перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Я буду использовать ту же насадку, которую отсаживала заготовки для пирожных. Аккуратно заполняем пирожные кремом.
Берем наши самые маленькие шу, которые мы делали для ушек, и срезаем небольшой кусочек с краю. Подбираем одинаковые. Крепим ушки растопленным шоколадом. Мордочку делаем из белых шоколадных дисков, крепим их также на растопленный шоколад. Отправляем пирожные в холодильник на 5-10 минут, чтобы шоколад застыл и окреп. Носик, ротик и глазки мишек мимимишек также рисуем растопленным шоколадом. Еще немного простимулирую ваше воображение. Мишек можно сделать разноцветными, а можно не только мишек, может быть свинок. Мишки получаются очень хорошенькие и забавные. Дети, конечно, в полном восторге. По размеру они идеально вписываются в коробочки для капкейков, так что с упаковкой проблем не будет. Мишки-мимимишки прекрасно приживутся на любом детском празднике или торжестве, или даже на свадьбе, где принято устраивать разные конкурсы. Можно поэкспериментировать с начинкой или обыграть дополнительный декор. Придумывайте своих фирменных мишек и радуйте своих близких и заказчиков. Напоследок покажу вам все-таки разрез. Уж очень аппетитный получился. Спасибо за просмотры, надеюсь, видео вам понравилось и было полезным, а также очень надеюсь, что это видео вдохновит вас на создание новых кондитерских шедевров. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мои кондитерские эксперименты продолжаются. До встречи!